Предлагаю вам обзор новой модели от компании «Звезда». Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Модель приобреталась в компании «Я Моделист» по предзаказу и была доукомплектована магазином дополнительными наборами, о которых я также расскажу. Обязательно досмотрите обзор до конца. Итак, перед нами достаточно массивная коробка с новым принтом и стандартным звездовским дизайном. Артикул модели 4824. На боковинах коробки расположен стандартный звездовский набор информации. Варианты используемых красок от фирм «Звезда» и «Тамия». Миниатюры моделей, выпускаемых в 48 масштабе. Ну и другие полезности и не очень. На нижней части коробки находим фотографии собранной и окрашенной модели, а также информацию по прототипу. Комплект для сборки содержит 249 деталей. Длина готового самолета равна 41,9 см, что достаточно много. Самолет займет много места, так что сразу продумайте, куда будете ставить готовую модель. А теперь давайте ознакомимся с содержимым коробки. Внутри нас ждет немножко боли и страдания и довольно странный подход к упаковке моделей и отношению к покупателям. Половинки фюзеляжа просто валяются поверх всего остального. К качеству пластика у меня лично претензий сильных не возникло. Даже знаменитая звездовская шагрень не такая, как в прежних моделях. Но немножко шлифовки все же не повредит. А по поводу детализации и геометрии споры будут идти вечно. Обратите внимание, например, на воздухозаборники под килем. Они разной формы, на модели и на прототипе. И тут детализация очень низкая. Встречаются непролитые пластиком места, как на литнике справа. Правда, при первом осмотре на самой модели непролитых или утянутых мест я не обнаружил. Оконечники крыльев очень тонкие и гнутся, при этом они никак не защищены и могут погнуться при транспортировке. Совет: распакуйте и проверьте модель прямо в магазине. Расшивка внутренняя, тонкая и аккуратная, без изъянов. Ни клепки, ни винтов нет, кому надо, тот сам накатает. Вообще в сети много споров про клепку на Су-57, я сторонник того, что она должна быть. Едва заметная, но присутствовать. Короче, каждый пусть сам себе выберет свой вариант. Возможно, надо будет укреплять чем-то крылья изнутри, потому что никаких ребер жесткости там нет. А эта часть литника пришла ко мне отломанной, уже из магазина. Напомню, проверьте модель прямо в магазине, либо оговаривайте этот момент с продавцами. Благодаря форумам установлено, что это не утяжено, а конструктивная особенность кожуха на закрылках снизу. Ниша передней опоры шасси. Ну, либо она сверхсекретна, либо нас за людей не держат. Остальные литники с деталями довольно тесно упакованы в пластик.
Этот дублируемый литник С из-за плотной упаковки застрял один в другом. Не совсем логичное распределение деталей по литнику. Теперь у меня есть лишние сопла, колеса, пилот, ну и что-то там еще. Кстати, познакомьтесь, это расчлененка пилота. Ракетное вооружение не выдерживает никакой критики. Посмотрите на Р-73. Напомню, это 48-й масштаб. Где детализация? Все остальное, не сильно лучше. Пилоны зачем-то даны двумя половинками. Это подвесные баки. На литнике G расположены детали внутреннего ракетного отсека, а также сами ракеты. Каких-либо косяков, кроме вышеперечисленных, я не нашел. Это литник F. Вот тут вот интересней. Это части ниш шасси. Ребра даны весьма условно. Там явно все по-другому. Упс, опять непролитый литник. И тут. В остальном детали вроде целы. Стойки шасси, как и ракеты, просто никакие. Это часть приставной лестницы. По идее, она должна быть потоньше. Воздухозаборники. Это часть кресла и ванна кокпита. А тут не просто непролитый кусок литника, тут еще и дырка в нем. Первый раз вижу дырки в литниках. Передняя опора шасси. Спасибо, хоть что не с колесом сразу. Это литник D, остекление, упакован в отдельный мягкий пакет. Качество вроде нормальное. Инструкция стандартная, не стану даже рассказывать про нее. А вот на последней странице печать упаковщика стоит так неаккуратно. Это можно охарактеризовать как отношение к работе в целом. Цветной лист с вариантами окраски и нанесения декалей на 3 варианта. 2 прототипа и 1 предполагаемый серийный. 2 листа декалей. Кстати, будьте аккуратны, эти пунктирные лоскуты достаточно велики, и под них можно запросто наловить пузырьки воздуха. Приваривайте декаль, иначе она будет серебриться. Второй лист. Как мы все теперь уже знаем, цвет номера неправильный. Правильный цвет синий.
Интересно, вот еще что. Почему эту синюю обводку звезд не напечатали сразу на звездах? Ведь в данном случае нет варианта белорусской машины или машины советского периода. Ну, а чтоб не было совсем грустно, теперь немножко более позитивная часть обзора. Дополнительные наборы, без которых точно не стоит даже приступать к сборке этой модели. Набор окрасочных масок для фонаря и колес от фирмы CAF Models. Маски для нанесения пиксельного камуфляжа на 59-й борт прототипа. Ну, вроде она совпадает с первым серийным. Смоляные сопла с хорошей проработкой, но на двигатель первого этапа. Смоляные колеса, также весьма достойного качества, выполнены под нагрузкой. С колесами в комплекте, кстати, нет грязезащитного щитка. Фигурка стоящего пилота из смолы, это сильно на любителя. Смоляные ракеты Гром, 2 штуки, не произвели на меня особого впечатления, если честно. В отдельной коробке смоляное кресло К-36Д5. Отлито 3 деталями, есть инструкция и набор декалей с маркировкой. Набор 3D декалей интерьера кабины от фирмы Quinta Studio. Набор выполнен, как всегда, просто великолепно. Очень рекомендую к приобретению. Набор фототравления микродизайн для интерьера. Очень пригодится в постройке модели. Кстати, обратите внимание на то, что элементы кабины даны уже окрашенными, но, кажется, не в тот цвет. Также приобретен набор травления для экстерьера. С данной моделью без этого набора никак не обойтись. Напишите, пожалуйста, в комментах, если хотите отдельный обзор сравнения Quinta Studio и микродизайн для интерьера. Вот таким неоднозначным, как и сама модель, получился у меня обзор. Покупать или не покупать, пусть решает каждый сам. Я его обязательно соберу, но позднее. Подожду, когда на Су-57 появится больше информации, фотографий и допов. А вы не забывайте подписываться на мой канал, жмите лайк и колокольчик. И давайте-ка решим, что будет собрано следующим. Немного отдохну от авиации после сборки Су-33 от Kinetic. Предлагаю вам выбрать в комментах следующую модель. Будет ли это БМПТ Терминатор от звезды в 72 масштабе или самоходка М100С, также в 72 масштабе от компании Звезда.